Худшие формы магния. Оксид магния. Окись магния является наиболее распространенной формой магния, продается в аптеках, но она не является хелатной и имеет низкую скорость поглощения по сравнению с другими. Глутамат магния и аспартам магния. Избегайте этих двух форм магния полностью. Глутаминовая кислота и аспарагиновая кислота являются компонентами опасного искусственного подсластителя аспартам, и оба они становятся нейротоксичными, когда не связаны с другими аминокислотами. Хорошие формы магния. Цитрат магния. Магниевая соль лимонной кислоты. Содержание чистого элементарного магния в составе цитрата магния достигает приблизительно 11%. Цитрат магния является самой популярной добавкой магния, вероятно потому, что он недорогой и легко всасывается. Степень растворимости цитрата магния составляет 55%. Для людей с гастритом или язвой желудка рекомендуется применять его только после приема пищи, чтобы не вызвать раздражение слизистой оболочки желудка. В остальном цитрат магния совершенно безопасен. Магний малат. Это магниевая соль яблочной кислоты или яблочно-кислый магний. Около 11,3% соединения составляет чистый элементарный магний, а 61,2% яблочная кислота. Лучшие формы магния. Таурат магния – достаточно редкая хелатная форма магния, соединение иона магния и аминокислоты L-таурин. Легко усваивается, подходит для людей с чувствительным пищеварением. Глицинат магния – это хелатная форма магния, соединение иона магния и аминокислоты глицин. Это самый безопасный вариант для исправления долгосрочного дефицита. Минералы в хелатной форме не требуют дополнительных превращений в организме, так как они являются готовыми к использованию и транспортировке клетками эпителия тонкой кишки, где происходит основной процесс усвоения. Глицинат магния лишен слабительного эффекта и более биодоступен, чем цитрат. Соответственно, цена на глицинат магния выше, чем на цитрат. Будьте внимательны. Нередко бывает такое, что производители пишут на упаковке название хелатный магний, а в составе кроме глицината магния может значиться также более дешевая форма оксида магния. Причем их соотношение может быть неизвестным. Выбирайте тщательно. В составе должен быть указан только глицинат. Норма потребления магния. В настоящее время суточной нормой потребления магния считается для мужчин до 420 мг, для женщин до 320 мг, беременным женщинам до 450 мг, спортсменам в период тяжелых физических нагрузок до 600 мг. Избыток магния также негативно сказывается на состоянии здоровья, как и его дефицит. Верхний допустимый предел для взрослых составляет 600-800 мг в сутки. Для детей и подростков 145-760 мг в сутки в зависимости от пола и возраста. Какую форму магния выбрать? Мы рассмотрели самые распространенные формы магния, которые можно приобрести в интернет-магазинах. По нашему мнению, стоит воздержаться от глутамата магния и аспартата магния. С осторожностью относиться к оксиду магния. Лучшее соотношение цена-качество – цитрат магния. Высокая абсорбация и безопасность для пищеварения – глицинат магния. При этом натуральная природная форма магния самая лучшая из всех. Мы рекомендуем вам восполнять суточную норму магния в первую очередь из пищевых продуктов. Содержание магния в продуктах. На экране вы видите таблицу содержания магния в продуктах питания. Мы не будем озвучивать всю таблицу, но отметим только 5 первых позиций. В первой колонке вы видите название продукта. Во второй колонке вы видите количество магния в миллиграммах. В третьей колонке вы видите процент от суточной нормы. Рисовые отруби, необработанные, 781 мг в 100 граммах. Морские водоросли, агар-агар, сухие, 770 мг в 100 граммах. Пшеничные отруби, необработанные, 611 мг в 100 граммах. Тыква, семечки высушенные, 592 мг в 100 граммах. Кунжут, семена, 500 мг в 100 граммах.